Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live. Меня зовут Саня, и сейчас одним кадром вы увидите обзор на Realme 11. И недавно у меня был обзор такой же одним кадром на Realme GT5. В этот момент я вам сказал, они как-то быстро клепают новое устройство. Так вот, это устройство, я не знаю, через месяца 3 они выкатили после последнего. GT то же самое, там 4 месяца прошло. Напоминаю, меня зовут Саня, основной канал Польза.нет, 405 тысяч подписчиков. Если вам интересен такой контент, обязательно ставьте лайк и пишите в комментариях, чтобы я продолжал, потому что, ну, скажем, это нестандартные обзоры, и это, можно сказать, эксперимент. Пока я его продолжаю. Почему? Потому что мне интересно с вами делиться с пылу с жару эмоциями. Смотрите, я этот смартфон сейчас гоняю. Что я могу о нем сказать? Вы сейчас видите, как у него работает микрофон, как он может снимать на основную камеру, хотя она также здесь 1080p, как я понял, 30 FPS. Я себя поправлю потом в комментариях у себя в прикрепе и в описании, потому что у меня пока нет четкой ясности вообще, как это дело может снимать. И снимает оно на удивление неплохо. Разрешение при любом раскладе 1080p. Стримил я сегодня с него в 1080p, в 720p, но он вывез стрим. И сейчас я пытаюсь для вас соорудить какую-то селфи-палку, как всегда, вы видели ее без стабилизатора, чтобы вы могли наблюдать, как вы можете себя снимать на основную камеру или еще кого-то, и как это будет выглядеть. Если говорить об устройстве, давайте сразу, я не рекомендую его покупать однозначно. Почему? Потому что, у меня политика канала простая, что если я знаю альтернативу, я говорю ее вам. Обычно в конце ролика, для того, чтобы ролик люди посмотрели, поэтому давайте чуть-чуть позже я расскажу зачем. И почему лучше другой смартфон. В первую очередь, я думаю, вы догадались, потому что здесь Helio G99. И ладно, третий эшелон эксплуатирует этот процессор и крайне подло пихает его везде, притом смартфоны еще дороже, чем этот, каким-то образом выкатывает. И, как любят в комментариях писать, хомячки дружно хлопают в ладоши, другие хомячки им впаривают это дело, потому что являются амбассадорами, но это их дело. Как может Helio стоить дороже 20 тысяч рублей одному Вилсакому, понятно, с самолетом. Но это как бы идол, это большой блогер, по-другому... реклама у него хорошая всегда. Но не об этом рассказ, не о всяких там третьих эшелонах, а об этом смартфоне. Первое. Сегодня он вывез свободно стрим у нас 720p, притом он поедал всего 21, где-то 20% заряда при игре и одновременном стриминге, яркость не сбрасывал. И начну с хорошего. Яркость здесь 720 нит. Чтобы вы понимали, у GT5 была 680. И за весь период игры он яркость не сбрасывал. Насколько это круто? Это нереально круто. При том, что, ладно, он не держал 60 FPS с одновременным стримингом, но 46-48 у него проскальзывало. Микрофриз был всего один за все время тестирования. Если... Кстати, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. В личном телеграм-канале уже есть примеры его фотографий, не сжатые. Хотите, смотрите, потому что камера здесь на 108 пикселей. Да, вот эти вот все спеки на сайтах в последнее время вообще по поводу всех устройств, это, к слову, будет Redmi Note 12T Pro. Это будет Poco X5 GT, скорее всего. Он уже на русском языке у меня. Напишите, хотите ли обзор одним кадром. Но, скорее всего, я его сделаю и так. Во всяком случае, вот сейчас я пока заряжен. Просмотры идут, вы смотрите, значит, интересно. Кому-то, вам, в первую очередь. Во вторую мне, потому что мне тоже должно быть интересно рассказывать вот так одним кадром. Так вот, 108 мегапикселей и фото даже очень ничего. Если говорить о фронталке и основной камере, 1080p. 1080p 30 FPS. И с одной стороны, я должен сейчас скорчить гримасу и рассказывать, какой ужас, что это бессмысленно, что вообще это надо выбросить. С другой стороны, это как раз тот смартфон, про который можно сказать: друзья, если вам не нужна камера, welcome. С одной стороны. С другой стороны, там многогранная получается штуковина, потому что фотографии, по мне, он делает на основной модуль неплохие. На фронталку там все печально, особенно портретный режим, где он вам будет рисовать, как и мне, нимб, если позади вас будет источник света. Посмотрите, посмеетесь. Но в целом
смарт нормально фотографирует за свои деньги. В долларовом эквиваленте мне очень сложно, как и вам, адаптироваться к курсу в 100 за доллар. Я все время думал, окей, он бы там стоил, сколько получается, 185-190 долларов, даже умножать на 8, и ты такой, ну нормальный ценник. А сейчас, когда умножаешь на 100, ты думаешь, да что, они вообще, что ли, с дубу рухнули. Вот, то есть с фото здесь все нормально. Если говорить о корпусе, разумеется, он пластиковый. Если говорить о плюшках, здесь есть мини-джек, но нет инфракрасного порта, здесь нет стерео. Разумеется, нет беспроводной зарядки, хотя в третьем эшелоне она есть, во втором, третьем на Helio G99, но он будет и стоить на 20% дороже. Чтобы вы понимали, я купил этот смарт на Алишке за 19 200. Я понимаю, что сейчас, если вы перейдете и нет распродажи всяких плюшек, и плюс их еще не рекламировали, не завезли, не было там супер старта продаж, он может быть дороже, но где-то вот в районе этом, если курс не дрогнет, чуть-чуть дороже можно будет его гипотетически покупать, но я не советую этого делать. Остальные гипотетические смартфоны, которые а-ля круче от брендов третьего эшелона, стоят и дороже на 15-20%. К слову, эта малина скоро закончится, потому что их также закупали по курсу 76. Я думаю, через 2-3 месяца мы увидим, что А-эшелон опять съел всякие дешевые штуки. И деньги у них на рекламу рано или поздно должны закончиться. Они же и на рекламу тратят, а не на программное обеспечение. Но вернемся к этому смартфону. Почему еще он чем он еще отличается вообще от Realme 10? У него зарядка больше, 67 Вт. И заряжает он, кстати, за 40 с лишним минут, но я уточню еще раз в описании за сколько, потому что я посмотрел, но одновременно тестировал два на зарядке. И у меня один получился час, второй 47. Вот мне кажется, что этот, 42. Мне кажется, что этот 42, увидите в комментариях. А сколько файл весит, тоже увидите, кстати. Следующий момент. Зарядка быстрее, модуль серьезнее. Процессор тот же самый. По яркости, я уже сказал, по плотности пикселей. 409 ppi это за глаза и за уши, но она такая же. Есть ощущение компактности, то есть это не огромная лопата, он меньше, чем стандартные смартфоны, там 6,4, по-моему, дюйма, можете поправить, или 6,47. И смысл в том, что подбородок в наличии, дырка под фронталку тоже огромная в наличии, пластик пластиком, но нет ощущения дешмана. То есть если ты трогаешь и смотришь на рамку, вот этот супер дешевый пластик, который можно найти только в смартфонах, которые можно на яхте использовать или где-нибудь в самолете, здесь такого нет. Он дешманский, но не мракобесно-китайский. Если говорить о комплекте, стандартный чехол, зарядка, кабель, ключ для извлечения сим-карт без изменений. Сюда можно запихать две сим-карты и карту памяти, то есть это бюджетник с одной стороны, с другой стороны здесь нет у нас каплевидного выреза, у нас он в правом верхнем углу, дырка под фронталку, притом она такая, приличная. Насчет дизайна, я вам скажу так, мне он не особо понравился, но никаких, во-первых, здесь прямые грани, понятно, потому что это Helio и все-таки бюджетный смарт, хотя я за прямые грани, тач мне понравился. Вот. Во-вторых, отклик классный, вибро есть, стерео нет. Я бы этот дизайн себе бы не взял. Но, как всегда, как говорят, на вкус и цвет. Разумеется, нет никакого телевика, есть только две камеры, ультраширик и, по-моему, или макро. Я уточню тоже. Потому что, по-моему, макро. Вообще здесь одна камера, считайте, одна фронталка, одна основная, потому что остальное вообще гипер мрачное. И подготовка на нуле. Почему? Вот сейчас я подхожу к вопросу, почему я не рассказываю вам эмоционально. 20% в час он всего поедает. В интернете, если смотреть ролики, то 7-8%. Яркость космос, нормальная быстрая зарядка, Type-C-шник, две карты физические, симки, карта памяти запихать можно. Еще и мини-джек здесь есть. И выглядит он реально молодежно. Окей, мне с расцветкой не повезло, кстати. Возвращаясь к расцветке, почему я про нее вспомнил. Мне с ней не повезло, потому что я купил, и мне продавец написал, в Китае вообще ничего нет, есть только вот этот вот
под цвет твоей футболки цвет. И я такой, ну окей. Вот, потому что хотелось. То есть, проще говоря, столько нет смартфона. Я там долбил этого бедного продавца. Потому что у них, я так понимаю, в Китае он вообще за копейки продается. Да и в принципе, вы представьте, если вы покупаете на старте продаж смартфон, который стоит дешево, но снимает нормально. Он реально нормально снимает на основной модуль. И магия цифр 108 мегапикселей. Понятно, что эти 108 мегапикселей хуже, чем 50 мегапикселей у какого-нибудь среднебюджетника. Но как на людей это влияет? 108 мегапикселей в бюджетке. Капли нет, дырка в бюджетке. Это не ультрабюджет, но это не средняк вообще никак, потому что еще раз помним, что он меньше, чем $200. Ультрабюджет идет до $150, бюджет идет до 200. Ну, у всех разные градации, но там смарт за $190 называть средняком, у меня язык не повернется. Когда мы покупаем некоторые там по 1000, по 800, по 1500, ну по 1500 нет, по 1000, а нет, я 1500 15 Pro Max купил. И почему не важно, что я помню, что нет и где я что напутал, потому что у нас есть также, когда я говорю про третий эшелон, Poco X5. Черт с ним, что у него на год меньше поддержки. Но вы не проходите с третьим эшелоном больше года. Если вы посмотрите по процессору, он разносит 695-й Qualcomm-овский проц. Вот это вот чудо природы от Mediatek. Это даже не Dimensity, это Helio. По полной программе, везде. Там, по-моему, в мультикоре только чуть-чуть больше. Но вопрос стабильности работы, вы можете сказать: Саня, ну вот он у тебя классно в Твиче работал, они допилили прошивку, они там отработали с играми. Какая разница? Poco дешевле, Poco можно купить еще дешевле, потому что его еще много на Авито. И смысл рассматривать вообще все эти третий эшелон, про который я рассказывал последние 4 месяца, вот этот смартфон Realme 10, когда можно пойти и купить Poco X5. Потому что они реально захламили рынок своими девайсами. Просто космическое количество людей, которыми ими пользуются. Вы можете посмотреть все минусы и плюсы, но основной плюс для него — он дешевле и лучше. То есть по железу дешевле, так лучше, где-то ПО у Xiaomi лучше, где-то хуже. Но за счет рук умельцев там уже вот как настроить его, что с ним сделать. Понятно, еще раз повторяюсь, ему год. Но это не так много. Год же ему, правильно? И в целом я сказал все. Я понимаю применение для этого смартфона. Просмотр, яркость. Вот, ну, я фанат яркости. Если есть 722 нита и еще она и не сбрасывается, круто. Чтобы так оптимизировать под PUBG, Helio, я такого не встречал. Чтобы так хорошо себя вел смарт в Твиче, я не встречал. Но все убивает цена. Был бы припуск $30, можно было бы думать. Припуска $30 нет, и он получается дороже, чем смартфон, который лучше. Все. Надеюсь, такой подход эмоциональный, может быть, в каком-то смысле вам импонирует местами. Но если вы досмотрели до этого момента, как мне любят очень многие писать, 2 типа комментариев, которые я обожаю. Самый бесполезный контент, но смотреть больше нечего. Я тебя ненавижу, это первый тип комментариев. И второй тип комментариев, который меня тоже радует. Да, можно именно так писать, и это будет радовать. Я обычно не удаляю такое. Это удаляет YouTube. А второй тип комментариев: абсолютно бесполезный ролик, 2 раза посмотрел, ничего нового не узнал. Ну, окей. И что я хочу про этот смартфон еще сказать. Почему он был мне полезен, наверное. Не знаю, как вам. Я понял, что все сайты, которые я смотрел, по спекам вообще им даже лень переписать рекламу. То есть в рекламе одно, у них другое, в смартфоне то, что в рекламе. То есть кто-то там писал, что процессор не такой. Саня, ты чего пишешь? Я специально в телегу свою личную скинул скриншоты с программы по определению как раз разрешения и всего остального. Они такие: о, это же Realme 10. Да, это Realme 10. Стало чуть быстрее зарядка и чуть лучше поставили сенсор. Ну и где-то как-то допилили. И такие: нам надо новую. Зачем им новинку? Повезло мне, что я сегодня ноги не сломал. Огромное спасибо всем, кто это дело посмотрел. Если на бюджетке делать подобные мучения, пишем. Потому что обычно я так гонял флагманы. Допустим, до этого я гонял так 14 Pro Max.
кто не видел, посмотрите. Но в целом, если вы эту штуку купили, либо планируете купить, я вас понимаю. Это не мрачный смартфон, но я бы на своем месте его бы не брал. Он хотя бы в отличие. Плюс это русская версия, разумеется, там Русторы и все остальное. MHL, конечно же, нет. И нет 5G. Ну, он и не нужен особо. Все бенды. Скорее всего, будет еще Realme 11 5G с другим процессором. Это Realme 11 4G. И все такие, ну все, досмотрели, вот, думали 5G, теперь не возьму. Брать не надо. Можно добавить чуть-чуть и много чего еще купить. Завтра распродажа начинается. Я уже, кстати, смартфона 3 закинул, которое мне надо купить. Но под конец месяца я, кто собирается средники брать, вам советую, пока ничего не берите. 26-го Xiaomi кое-что представит. И если ценник будет такой, который они обещают, это будет снова топ за свои деньги. Потому что у них все равно война. Что вы купите, Realme или Xiaomi? Realme сейчас блокирует смарты. GT-шку ту же. Поэтому я не советую его покупать. Вот. Хотя, опять же, посмотрите мой канал еще, когда никто не рассказывал ни о каких Realme, я уже покупал о них и рассказывал. И о флеш-эдишенах всяких, и обо всем. И все было круто, пока они не блочились. Вот так это будет все выглядеть на смарт. Надеюсь, что хоть чуть-чуть потребная картинка, потому что если не потребная, то YouTube вообще скажет до свидания мне с рекомендашками на лайв-канале. Но пока все, благодаря вам, норм. Кстати, распаковки я начал делать, взвешивая упаковку и взвешивая коробку со смартфоном, для того, чтобы вы могли отслеживать, если приобретете свои девайсы и понимали, что если в почте меньше граммов указано, что что-то там не так, хотя это уже редкость. Девайсу от меня, учитывая за какую цену я его купил, что я его уже продаю за этот ценник, да, а от вас однозначно я бы советовал нет. Себе бы я его для использования, если бы у меня было 20 тысяч рублей, не купил. Добра и удачи вам, дорогие друзья.